Всем доброго раннего утра. Вы знаете, что я не любитель праздников. Я то есть с нетерпением жду, когда эта вся праздничная суета закончится, потому как не нравится мне эта абсолютно ненужная суета. Хотя люди, которые любят праздники, я их не осуждаю, но, наверное, ведьмы не совсем земные люди, не из мира сего, и для них совершенно иное видение мироздания. Они слишком глубоко смотрят, они умеют зрить в корень. Поэтому для них земные праздники, они со временем абсолютно теряют свою прелесть. Но речь не об этом. Я решила сегодня, перед тем, как немного отдохнуть, снять и подарить вам ритуал, потому что у меня накопилось огромное количество, что я хочу, уже подготовила, переписала. Но никак не хватает времени. Вы знаете, друзья мои, вот испокон веков люди мало того, что обращались к магии, испокон веков они искали в магии ответы на все вопросы. И для денежного везения, и для выздоровления. Есть люди, которые всю жизнь, скажем так, именно к магии обращались, к знающим людям. И если кому-то повезло в этой жизни встретить настоящих практиков, это просто счастливые люди, потому что из огромного количества всяких экстрасенсов, магов, колдунов, чародеев просто редко даже из всего этого количества можно увидеть настоящих. Настоящие ведьмы, настоящие колдуны. Они, знаете, они даже не 1 на миллион, а может еще, скажем так, еще меньше. Основное количество того шушера, что вы видите в этих объявлениях, в этих телешоу, это просто актеры. И это просто шоумены. Это просто люди, которые, может быть, эрудированы, много читали, много знают. Но это зависит от интеллекта человека, да, как он преподносит эти знания. Но на самом деле именно от природы дарования, именно взятые у бабушки, прабабушки, то есть родовое знание, родовая сила, 1 на миллион. Поэтому если вы в своей жизни встречаете ведьму, работает она с вами лично, или вы берете ее наработки, ее советы и применяете в жизни, вы в первом и во втором случае у вас меняется жизнь, колоссально меняется, если вы следуете тому, что она говорит и учит вас. В жизни происходит ситуация, когда вот-вот должно исполниться, получиться, а вот ни в какую. Например, получить хорошую должность. Например, накопить на что-то. Вот хотите вы накопить, и ни в какую, вот не двигается с мертвой точки. И тогда люди обращаются к магии. Люди ищут заговоры на удачу и прочее. Вы знаете, заговоров, ритуалов, новоделов или старых заговоров тоже очень много, миллионы. Но в редких случаях может так совпасть, что вы найдете заговоры с ключом.
Если в заговоре нет ключа, а я об этом объясняла и говорила, что такое ключ, это время проведения, это обрядовая часть, это определенные слова, которые просто открывают двери, и человеку, даже не обладающими силой и способностями, помогают достичь результата. То есть их огромное количество, этих заговоров, ритуалов, но основное количество из них, 90%, это не рабочие. И только профессионал может взять, например, добавить свое или на своей личной силе это получится. Но простому человеку надеяться на эти заговоры смысла нет. Потому что они случайные, непонятные сайты, непонятно кто и так далее. Пользуйтесь теми работами, которые себя уже зарекомендовали. Берите работы, советы, заговоры, ритуалы у того человека, который уже годами доказал свою силу и доказал, что он действительно реально может изменить жизнь людей. Потому что огромное количество тех, которые начинают, видя успех других, начинают выдавать какие-то абсурдные заговоры, какие-то рунические формулы и так далее. Вы уверены, что у этих людей, мало того, что они безопасные, еще и рабочие? Чем вы уверены, что вы можете, что именно, какое их деяние, какая их работа может вас убедить в том, что это человек знающий, и его работы действительно полезны? Что? Пару недель в Ютубе, пару месяцев в Ютубе и выданный сомнительный какой-то заговор или что-то еще, ничем это не подкреплено, понимаете? То есть я хочу вам сказать, что берите то, что уже испробовано многими людьми, и вы можете спокойно взять и сделать, зная, что это получится, и вам не навредит. Потому что люди, которые, желая привлечь публику ради лайков, ради чего-то еще, выдают абсолютно абсурдные, абсолютно бездарные какие-то непонятные работы, как бы вам сказать, вы пойдете к врачу, который вообще никому не знаком, никогда не помогал, никто понятия не имеет, кто он, где диплом получал и где работал. Я думаю, нет. Я думаю, вы пойдете лечить свои болезни к тому доктору, который себя зарекомендовал, о котором уже сказано, и люди говорят, вот хороший врач, можно к нему обращаться и так далее. То есть этот доктор уже показал на примере своего труда, своей работы, спасенных жизней, что он профессионал, и к нему можно смело идти. А человек, который объявил себя врачом, его никто не знает, никто не слышал. Помните, был такой случай, когда из сумасшедшего дома убежавший псих работал педиатром. И когда люди начали подозревать, уже заподозрили его какие-то неадекватные рецепты, какие-то чай с чем-то перемешать, они поняли, что имеют дело не с очень нормальным человеком, поинтересовались, и оказалось, что он сумасшедший, который убежал с психушки. Поддельным дипломом пошел работать врачом. То есть вот о чем я говорю, что вы там доверяете своей жизни, да, физиологию, а здесь вы доверяете свою судьбу и душу. Итак, исполнение желаний. Вот вы уже практически уже должны получить, и что-то вечно мешает, препятствует, не дает вам заполучить вашу мечту. То, что я вам сейчас подарю, это относится к финансам, это относится к получению работы, премии, может быть, хороших возможностей, карьерного роста, поступления в университет, получение каких-то документов, например, если вы живете в чужой стране, найти хорошую работу и так далее. То есть это касаемо сферы жизни, финансовой, бумажной и так далее. Этот ритуал нельзя применить, чтобы там
мужчина обратил на вас внимание. Нельзя применить, чтобы, ну не знаю, чтобы кто-то вас полюбил или разлюбил. На эти случаи есть совершенно иные работы, которые я вам уже дарила. Итак, я хочу вам подарить очень действенный, сильный ритуал. Я алтарь не подготовила по той причине, что устала я, если честно. И сейчас это все ставить, это все зажигать. Но я вам объясню, что нужно вам, и вы сами это сделаете. Во-первых, вы должны купить рубашку, абсолютно белую, без никаких картин, фотографий и так далее. Мужчинам нужно покупать мужские дни, женщинам женские. Что такое мужские, женские? Те дни недели, названия, которые заканчиваются на А, суббота, значит, среда, это женские дни. Остальные мужские дни, наверное, правильно сказал, да? Среда, пятница, суббота. Вот. А остальные мужские дни покупайте без сдачи, то есть не берете сдачи, или оставляйте сдачи, то есть отдайте ровную сумму, или не берите сдачи, или картой можно расплачиваться. Покупайте в эти дни, один из этих дней, белую рубашку. И эту рубашку вы должны использовать только для ритуалов. Пока ваша мечта не исполнится, ее не стирать. Я теперь вам объясню, каким образом это делать. То есть вам нужна белая рубашка, купленная в женский день или мужской, смотря кто вы, мужчина или женщина. Вода. Обычно вода из-под крана просто. Значит, бокал воды. Далее воск, восковая свеча. И, собственно, все. Теперь 3 ночи кряду. Надевайте на голое тело эту рубашку. Начитывайте. Снимайте. Свечу нужно потушить. Можно потушить 2 пальцами или гасильником. И спрячьте. Следующая ночь. Перед сном надели эту рубашку. Значит, опять зажгли эту же свечу. Начитали 10 раз. Но если не хватит этой свечи, кто-то скажет, растает, берите другую свечу. Обычно хватает. Начитайте 10 раз, потушите свечу, спрячьте вместе с рубашкой. И 3-ю ночь. Эта рубашка должна быть применена только для этих работ. Далее. Не стирайте эту рубашку, пока мечта не сбудется. Когда сбудется, можете постирать и дальше использовать снова для этих работ. Если эту рубашку вы используете в другом назначении, да, значит, больше в этом ритуале оно не может быть воздействовано. Теперь читайте 3 ночи кряду перед сном, 10 по 10 раз. После того, как ваша мечта сбудется, идете, откупаетесь, берете водку, нужно выплеснуть немного водки под дерево и положить 4 монеты. 4, как все, то есть по сторонам света. Сказать словами «откупаюсь», отвернуться и уйти. Почему я говорю под дерево, еще раз напомню. Деревья издревле считались проводниками и мостом между миром живых и мертвых. У них корни уходят в мир мертвых, а само дерево растет в мире живых. То есть они между навью и явью. Еще считалось, что на ветках деревьев живут духи, а значит, они сразу же берут и забирают твои слова и твой откуп и передают в мир духов, то есть в мир Нави, тонкий мир. Поэтому возле деревьев оставляли откупы. Возле деревьев проводили ритуалы. И у меня есть ритуалы, которые я вам дарила, связанные с желанием, с деревом и так далее. Именно поэтому во многих ритуалах привязывается к дереву лента, на дереву, значит,
кидают полотенце, оставляют это на замужество и так далее. Я вам тоже дарила. Именно по той причине, что дерево как посредник между миром живых, между миром духов, не обязательно мертвых, живых и духов. Туда входят и мертвый мир, и духи, и демоны, и прочее. Итак, читать нужно таким образом. «Пойду я ни ночью, ни днем, а в священный час, через горы, через долины к великой реке. Та река вечная, да бесконечная. Посреди той реки девица живет, да сундук сторожит. А в том сундуке моя мечта лежит, и меня дожидается. И только по моему велению исполняется. Откроет девица тот сундук, да речи. Как правда то, что солнце встает каждое утро, так правда то, что мечта, имя ваше, будет услышана. И говорите свою мечту. Например, пожалуйста, помогите мне силой получить такую-то работу. Или помогите мне накопить, я не знаю, на шубу, если вы хотите, на путешествие, на машину. Что вы хотите? Материальные блага в основном. Или помогите мне поступить в университет, сдать экзамен и прочее. Дальше. Или чтобы мне выдали гражданство. И после этого сундук раскрывается, и моя мечта исполняется. Знаю я 3 великих слова. Комано, сулами, ту. Кто эти слова знает, тот желаемое получает. Ключ, замок, язык, заклято. После того, как вы сказали, значит, выпейте половину бокала, остальной частью умойтесь, этой рубашкой оботритесь, так слегка можно так посушить, после чего рубашку снимите и спрячьте вместе со свечой, для того, чтобы 3 ночи кряду это сделать. Когда свеча догорает, 3-ю ночь, значит, огарок свечи носите с собой, пока эта мечта не исполнится. Я немножко так забыла, потому что устала. Вот 3-ю ночь берете то, что осталось от свечи, положите в сумку где-нибудь и носите с собой. Можно завернуть там какую-нибудь, не знаю, материю или салфетку, неважно. И вот когда все сбудется, тогда берете эту свечу, водку, 4 монеты, идете под дерево, откупаетесь со словами «откупаюсь», отворачиваетесь и уходите. Еще раз прочитаю заговор, внимательно прослушайте и подождите немного, Яна вам выложит и напишет обязательно под роликом. В эти дни она немножко занята, и тем более у нее сегодня у нее день рождения, поэтому не торопите человека. Немного можно потерпеть. Если вам срочно нужно, берите, переписывайте. Пойду я ни ночью, ни днем, а в священный час через горы, через долину к великой реке. Та река вечная да бесконечная. Посреди той реки девица живет, да сундук сторожит. А в том сундуке моя мечта лежит, и меня дожидается. И только по моему велению исполняется. Откроет девица тот сундук, да речи. Как правда то, что солнце встает каждое утро, так правда то, что мечта, ваше имя, услышана. И мечту называйте, что вы хотите. После сундук раскрывается, и моя мечта исполняется. Знаю я 3 великих слова. Комано, сулами, ту. Кто эти слова знает, тот желаемое получает. Ключ, замок, язык. Заклято. Все остальное я вам уже сказала. Как и что делать. Всем удачи. Это на внезапное везение. Внезапное исполнение вашего желания. Пусть оно исполнится. Всего хорошего.